Всем привет и добро пожаловать на очередное видео про учебу. В этом видео я хотел бы поделиться тем, что я закончил первый год в универе из 3, осталось еще 2 счастливых года. Я просто хотел бы рассказать такую заключительную часть о своих впечатлениях, о том, что мне помогло вообще справиться с универом в первый год. Я не знаю, что мне поможет, какая сила или свечка где-нибудь поставленная поможет мне в следующем году. Давайте поговорим о впечатлениях за первый год. Я на самом деле очень много раз проходил эту тему в предыдущих видео о том, почему я пошел, зачем это все мне нужно, почему я до сих пор учусь, почему я не ушел и так далее. Я думаю, что я очень сильно не буду в детали упускаться в этом видео, но я хотел бы немного рассказать про всякие такие нюансы, которые возникли, и поделиться, возможно, информацией с теми, кто хотел бы пойти учиться или кто будет поступать, потому что в очень многих комментариях под видео, которые я снимал про универ, люди говорили, что они в этом году будут поступать, или они думают про поступление, поэтому я хотел бы поделиться тем, что спасло меня. И это очень маленькое количество вещей. Мой первый год в универе мог бы закончиться 8 июня, когда у меня был последний экзамен, но учитывая, что один экзамен я не сдал, про что я рассказывал в предыдущем видео, то у меня он закончился на этой неделе, в четверг, потому что в четверг я сдал последнюю пересдачу экзамена, и это прошло очень успешно. Я сдал на хороший результат физику, вы в меня верили. Я на самом деле, прежде чем вообще приступим к теме, я хотел очень поблагодарить всех, кто меня поддерживал в предыдущих видео, потому что эта поддержка очень большую роль сыграла. Я увидел, что очень многие люди находятся в такой же ситуации, в таком же возрасте даже, некоторые еще старше меня тоже идут учиться, и я не знаю, это очень классно все выглядит, и очень классно все про это читать, потому что я ожидал, что с каждым годом возрастная тема становится более актуальна, в том плане, что чем старше я на каждый год, тем более старым я себя чувствую, а просто мне кажется, что на сегодняшний день возрастная тема и вот эта вот фишка, что типа, если ты родился в 90-х, то ты динозавр, и не знаю, у меня как-то это все сопоставление было с тем, что я верил, что учиться никогда не поздно пойти, но все равно какое-то очень странное ощущение от этого было, как будто я пытаюсь бежать за молодостью, вернуть это ощущение молодости через учебу. Поэтому да, если так в общем подходить, то я очень был рад увидеть, что очень многие на самом деле пошли учиться, идут учиться, и точно так же не в послешкольном возрасте сразу же. Я даже врать не буду, на протяжении всего этого учебного года, с августа прошлого года по июнь этого года, это было отвратительное чувство. Я обещаю, я передвинусь к позитиву по этому видео. Но это было очень такое отвратительное чувство. Этот весь год он прошел со скрежетом в зубах, через огромную... Я не плакал, но через огромную боль и пот и кровь этот год прошел. И, честно сказать, только когда я не сдал один из экзаменов, во мне проснулся спортивный интерес, что я обязательно хочу это доделать, я хочу это сдать. И когда я начал снова смотреть на людей, которые в этом году заканчивают универ, как они держат тот самый красивый диплом, ради которого я пошел в руках, то у меня проснулась мотивация. Если для вас это мое первое видео, если вы сюда попали, то вообще, в принципе, в универ я пошел учиться только по той причине, что я хотел диплом. У меня какое-то ощущение даже гордости, наверное, проснулось от того, что я учусь, и у меня проснулся интерес ровно в тот момент, когда учебный год закончился. Я думаю, что это связано с тем, что я все закончил, в этом году я все сдал, никаких долгов нет. У меня, наверное, спало просто это напряжение, и я смог насладиться, наверное, этим уже пройденным процессом. Я не знаю, с чем это связано, но действительно как-то намного другое ощущение, когда этот год уже закончился. Я прям этим годом очень доволен. Если говорить про этот год, то он был в 2 семестрах. Первый семестр был включительный, и, честно сказать, я получил шок, когда к этому я включился в эту жизнь, потому что я даже не знаю, как это сказать, не засираю универ, просто организация всех этих процессов, возможно, я просто был шокирован тем, что я очень давно не занимался самоорганизацией, саморуководством какого-то процесса, то есть я отвык, наверное, от того, что за меня уже все сделано. В этом плане, не то, что сделано даже, а за меня уже все организовано, что просто приходи и делай. Как раз-таки большая разница, наверное, в том, что ты должен сам следить за этим процессом, ты должен сам регистрироваться на курсы, ты должен регистрироваться на конкретное количество курсов, чтобы тебе вообще можно было допустить к учебе. То есть вот этот весь процесс, наверное, меня шокировал, потому что я очень давно таким не занимался. Нам очень много рассказывали в школьное время, что универ — это там, где всем все равно на тебя, ты должен сам за себя стоять и сам учиться, и сам руководить этим процессом. Я про это спустя столько лет, наверное, забыл и не ожидал. Поэтому первый семестр, мне кажется, у меня было такое привыкание к температуре воды. И я просто пытался понять, в какую сторону смотреть, потому что это все ощущалось очень объемно. Когда начался второй семестр, я про это все забыл, потому что это был ад по сравнению с первым, наверное. Потому что если в первом семестре тебе давали это более такие вступительные
самостоятельные, общие, плоские предметы, я бы сказал, то тебе таким образом, наверное, давали время как-то прижиться вообще к жизни. Когда начался второй семестр, началась реальная учеба, то этого было очень много. Очень много. Учитывая, что у меня на 2 предмета также больше было, может, это еще давало о себе знать, может, очень быстрый период на работе также добавлял к этому темпу очень много работы. Я не знаю. Но второй семестр по сравнению с первым был очень тяжелым. У меня также в первом семестре не было 2 предмета по физике, которые требуют огромное количество времени, чтобы их понять. Учитывая, что у меня никакой корочки нет, у меня нет базы этих знаний, то мне приходилось очень много времени уделять тому, чтобы вообще понять, на каком предмете я нахожусь. И за второй семестр я на самом деле заметил за собой, буквально только под его конец, что я сделал очень много ошибок, которые я не делал в первом семестре. Я не знаю, почему я решил их повторить во второй, и что это за тест такой был. Одна, наверное, из самых главных ошибок, которую я начал делать во второй половине года, это то, что я учился только когда я был на лекциях. То есть я просто приходил на лекции, никакой такой самостоятельной работы, самостоятельной подготовки я не делал, поэтому для меня конец этого года был адом при подготовке к экзамену, потому что я слушал на лекциях, но я не слышал, поэтому мне очень было тяжело именно из-за своей же ошибки, что я не впитывал эту информацию, я просто ее слушал. На лекциях записывал некоторые вещи, но у меня не откладывалось это в памяти. Я знаю теперь, что мне намного легче будет в следующем году. Просто потому, что когда началась учеба, и у меня был один предмет, который я абсолютно не понимал, я приходил домой, и я реально всю эту информацию прям с нуля пытался понять. Я пытался понять, почему здесь так, почему там вот здесь вот так и так далее. Мне это очень помогало, я действительно понимал тему, я сдал тот предмет на отличную оценку, просто потому что я как раз-таки делал эту, так сказать, домашнюю самостоятельную работу над своими знаниями, которую, в принципе, ты и так должен делать, если ты чего-то не понимаешь. Поэтому, да, для меня большой проблемой стало именно то, что я забивал. Я раз в месяц ходил на этот предмет, я послушал информацию, которую там преподают, и потом, вуаля, у тебя экзамен, а ты ничего не знаешь. И я понял это в тот момент, когда я начал сейчас, буквально недавно, месяц назад, готовиться к экзаменам, когда я начал всю эту информацию проходить и составлять себе конспекты, потому что до этого у меня были просто какие-то каракули на бумаге, потому что это все происходит в таком темпе, в котором ты не успеваешь что-то грамотно записать и понять, поскольку обучение проходит в сессионной форме, это означает, что у меня буквально 1 полная неделя в месяц, где я хожу на лекции. Если кто-то видел, как я в Инстаграме выставляю, что у меня 8 часов лекция по физике подряд, то это как раз-таки идет один и тот же предмет. Тебе этот предмет вдалбливают на протяжении 7-8 часов, просто потому что это сессионная форма обучения, потому что для преподов это халтура, они работают на самом деле в школе где-то, они преподавателям в универе. Это пытаются все скомкать в один шар, чтобы это по времени все успели. Когда я начал составлять нормальные конспекты, то я понимал, что я понимаю эту информацию. И если что, это не реклама, я поделюсь приложением, которое я использовал для конспектов, вообще, в принципе, для всей жизни в универе, потому что для меня очень важно, я не знаю, что какой-то винтик в голове, но мне очень важна организация. В принципе, я теперь понимаю, что в начале видео, когда я говорил про организацию в универе, то эти 2 линии теперь сходятся. Но я использовал такое приложение, может, вы про него знаете, Notion. Очень удобное приложение для заметок, для календарей, для организации. Я не знаю, каким образом я это сделал, я вам покажу, наверное, на экране, как у меня это приложение выглядит. Я здесь сделал очень все удобно для себя. У меня здесь отдельный конспект по каждому курсу, а у меня здесь отдельно календарь этих лекций, семинаров, на которые я должен идти, кто их проводит, в каком кабинете они проходят и так далее. Это сделало мою жизнь намного легче. Хотя я должен признаться, что очень тяжело было за этим всем уследить, поскольку я во второй половине года действительно не уделял никакого времени универу, и вот эта организация, я понял свою ошибку, и теперь для меня это новая информация, я очень надеюсь, что я ее не повторю в следующем семестре, в следующем году. У меня, в общем, здесь идут как бы быстрые ссылки, то есть во все необходимые системы универа я могу попасть по ссылке, чтобы мне не заходить в интернет, чтобы мне не искать этот сайт. Да, для этого есть закладки, которые... Это же закладки, да, называются? Которые ты можешь добавить себе в браузер, но мне удобнее, если все в одном месте. И здесь, что очень удобно, у меня здесь такой раздел, где типа текущие задания, текущие какие-то работы, которые мне нужно сделать, я добавляю их, нажимаю на плюс, пишу название и пишу, в каком у меня статусе сейчас эта работа находится. Допустим, что она новая, что я еще не начал, что это в прогрессе и что это сделано, чтобы мне тоже как бы было удобно за этим всем следить. И почему мне нравится эта система, ее можно настроить полностью
полностью под себя, то есть, как вы можете заметить, у меня здесь написано все как бы на самом деле от руки, то есть ты можешь поменять абсолютно все столбики, ты можешь поменять все эти статусы, ты можешь добавить другие вещи. Очень удобное приложение, но в нем нужно очень долго сидеть, чтобы как бы все под себя настроить. А дальше у меня как раз таки идут конспекты по каждому предмету, то есть у меня здесь конспекты, и честно вам сказать, что сейчас это все выглядит хорошо и красиво, потому что я эти конспекты все переносил с рукописи на дигитальный формат. Я до сих пор не решил для себя, как мне это все лучше выглядит, как для меня это все более удобно будет, потому что какие-то предметы, как, например, более такие гуманитарные, их намного удобнее писать электронно, потому что там текст, но если ты ходишь на физику, где формулы, рисунки, геометрия, вот это вот все, то тебе нужно рисовать. В приложении это немножко неудобно делать, но я решил для себя, чтобы у меня более все это в сохранном и долгосрочном и удобном для меня виде было, то я буду все эти конспекты переделывать все-таки в электронный вариант, потому что когда я сижу на физике, я все равно пишу это все в таких каракулях, что я ничего не понимаю. Следовательно, мне нужно приходить домой и все эти конспекты приводить в порядок. Поэтому я решил для себя, что я это все сделаю здесь. А я вам сейчас покажу свой конспект по механике, который я сделал. Он на 67 страниц. И, кстати, что удобно, если вы все-таки хотите что-то, допустим, распечатать для себя, то также любую страницу в этом приложении вы можете экспортировать как PDF и ее распечатать. И дальше у меня как раз-таки идут заметки, которые я делаю на лекциях. Тоже очень удобно. То есть у меня идет название лекции, время лекции, где она проходит, в каком кабинете, и также, что это за лекция. Это экзамен, это семинар, это просто лекция, это пересдача. Да, у меня получается у каждого курса, где конспекты идут, у меня отмечено, в какой семестр это все проходило, какую оценку я получил, закончился ли этот предмет, сколько пунктов он дает. У меня теперь на лето, на самом деле, цель все эти конспекты, которые я не успел привести в электронный вид и в более такой порядочный вариант, все это сделать летом, чтобы быть готовым к новому учебному году, потому что в новом учебном году очень многие направления этих предметов, они продолжаются, поэтому надо это все в порядок привести, чтобы в новом году не сойти с ума. Но говоря о впечатлениях, если вы смотрели мое предыдущее видео, где я рассказывал про экзамен по физике, который я завалил, я после этого экзамена и после того, как я выставил это видео, я готовился все выходные. После этих выходных я ходил на консультацию, мы туда сходили, и препод пришел и сказал, ну, чем я могу вам помочь? Честно, не в обиду преподу, препод крутой, но он ничем абсолютно не помог, потому что я считаю, что он свою работу сделал в принципе хорошо, он хороший преподаватель, но почему я не сдал экзамен, это лично по своей вине, потому что, как я уже сказал, я просто не делал эту самостоятельную работу, которая предусмотрена по количеству часов, заключенных в понимание этого курса. Поэтому да, это очень много времени заняло, но я понял, что именно этого мне не хватало, мне как раз-таки не хватало переваривания этой информации на том языке, на котором я пойму, то есть на очень базовом языке. Чему я доволен? Я прыгал просто от радости, когда я узнал, что я этот экзамен сдал, и на хороший результат. У нас, получается, результаты за курсы делятся на 6 баллов, где, получается, А — это прям вау, замечательно, Б — это очень хорошо, С — это просто хорошо, не очень, Д — это удовлетворительно, Ф — это такое, типа, не очень, но как бы это считается позитивный результат, то есть тебе на пересдачу не надо. Нет, стоп, я наврал вам. Е, А, Б, С, Д. Господи, алфавит. Е — это, типа, ну, ты почти идешь на пересдачу, и F ты идешь на пересдачу. У меня как раз-таки первый результат за физику, который я провалил, был Е, то есть ты идешь на пересдачу. И второй раз, когда я ее на этой неделе в четверг пересдал, у меня С, то есть хорошо. Я понял физику. Я не знаю, как я протянул целый год в универе, но на экзамен я пришел, опозорился, я пришел туда без ручки, без калькулятора. Препод мне тоже сказал, ты пришел на экзамен без калькулятора. Я сказал, да, если сдам, пойду куплю, обещаю. Поэтому мне нужно сходить в магазин. Если вы смотрите это видео, и у вас возникают куча вопросов из разряда «ты что, совсем тупой?» и вы думаете, пойти в универ учиться или нет, или это слишком тяжело, вы справитесь, потому что это тяжело только для тех, у кого нет, наверное, базы знаний. Этот год мне дал понять, какой стиль учебы подходит для меня, чтобы я понимал информацию, чтобы я закреплял для себя эту информацию, чтобы и как сдавать вообще экзамены, и как учиться. Для второго года я думаю, что я просто технически больше подготовлен, я знаю, что мне надо, я знаю, что мне не надо. Что меня на самом деле больше всего, наверное, удивляет при этом всем, это то, что я находил каждую неделю время, чтобы сесть, снять, отмонтировать видео. И чему я очень сильно благодарен, это то, что на протяжении всего этого полугода вы были здесь, и нас прибавилось очень много. Я надеюсь, что те, кто писал мне в
комментариях, что они пойдут в следующем году учебным учиться, что они поступают, что у вас вступительные экзамены пройдут хорошо. Я скажу так, что я себе, наверное, благодарен в прошлом году, что я все-таки поприкалывался и это сделал, потому что пока что я очень хочу это продолжить делать. У меня огромная поддержка для этого есть, и я думаю, что у меня есть внутренняя мотивация также, чтобы это закончить. Я думаю рассказать про социальную жизнь, но просто социальная жизнь в универе, когда ты находишься там из разряда одну неделю в месяц или там каждую неделю один день, это не такая большая объемная социальная жизнь. Мы очень хорошо начали общаться с некоторыми однокурсниками, и я на самом деле доволен это, то есть очень классные люди, поскольку мы все-таки уже в возрасте, то это все как-то на другом уровне происходит, это все намного круче ощущается. Я надеюсь, что у нас это общение продолжится, но такой прям огромной социальной жизни в универе нет, потому что ты там не находишься каждый день. Упаси боже. Кстати, я у препода по физике спросил, у того же самого препода, причем про которого я рассказал в прошлом видео, я у него спросил, неужели по нашим глазам не было видно, что мы ничего не понимаем? Он такой, было. Значит, у него была огромная надежда на нас. Я думаю, что видео и так получилось довольно-таки длинным, поэтому давайте его заканчивать. Еще раз хочу сказать огромное спасибо, что к нам вы присоединились ко мне, к нам. Очень большое количество людей за эти полгода, когда я вернулся на YouTube и снимаю снова видео, я очень рад видеть вас всегда в комментариях, очень рад и поддержке, и критике тоже не так сильно, но все равно рад. Поэтому я буду также благодарен увидеть вас и под этим видео, и мы увидимся с вами, возможно, на следующей неделе. Спасибо большое за просмотр, я очень буду вам благодарен, если вы поставите палец вверх к этому видео. Пока!